Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 29 апреля, война продолжается уже 65 дней, а мы рассказываем самые свежие новости к этому часу. США одобрил ленд-лиз Украине. Улюкаева освободят ПУДО, а в Донецке горит нефтебаза. На МКС развернули советский флаг, а экономика Украины пострадала на 600 миллиардов долларов. Но, конечно, главная новость – вчерашний обстрел Киева. Есть кадры попадания крылатых ракет. Вторая прилетела. Но начнем мы с обзора военных действий. Российская группировка, наступающая от Изюма, взяла паузу. Восточнее войска, идущие со стороны Кременной, уперлись в оборону Ямполя. Российская армия продолжает обстреливать украинские позиции на разных участках фронта, в том числе и танковыми орудиями, как вы видите на этом видео. Путинская армия также атаковала на Южном фронте. Мы видим небольшое продвижение в сторону Николаева. Несмотря на как бы второстепенный характер этого фронта, тут регулярно идут движения то в одну сторону, то в другую, и ни у кого пока нет решающего успеха. Вчера около 8 вечера российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Запущено было 3 ракеты, одну сбили над городом. В то самое время, когда город посещал генеральный секретарь ООН Гутьерреш. Он ведь до этого ездил в Москву. И я более чем уверен, что все это такой мерзкий жест от Путина. Типа, вот смотри, мне на все плевать, я все равно атакую мирный город, который обещал не атаковать, кстати. Конечно, пропагандисты заявили, что целью стал оборонный завод «Артем», на котором делают ракеты. Но ракета попала в жилой дом по соседству с заводом. Погиб один человек, журналистка «Радио Свободы» Вера Гирич. И на самом заводе тоже пожар, видимо, от обломков и взрыва. Спрашивается, это российские ракеты такие неточные, что стреляют в жилые дома, или их сознательно направляют именно по мирным объектам? И количество пострадавших домов, количество поврежденных домов, количество жертв среди мирных жителей говорит о том, что это сознательная стратегия Путина и его окружения. Тем временем в Донецке горит нефтебаза. По сообщению прокремлевских медиа, украинцы обстреляли объект из РСЗО. В целом все логично, ведь там хранится топливо, необходимое путинской армии для наступления на Донбассе. Российские силы продолжают обстреливать Азовсталь. Непосредственно наступления нет, но бомбардировки не останавливались. Тем не менее, Reuters со ссылкой на администрацию президента Украины сообщает, что сегодня должна начаться эвакуация мирных жителей с территории завода. Будем надеяться, что эта попытка пройдет удачно. Возможно, получится вывести и раненых, которые скрываются в подземных убежищах без воды и медикаментов. По данным Киевской школы экономики, инфраструктура Украины пострадала на 88 миллиардов долларов. Сильнее всего пострадали дороги и жилые дома по 29-28 миллиардов. А вообще все потери страны из-за войны достигают 600 миллиардов долларов. Конечно, частично инфраструктуру разрушают и сами украинцы, например, мосты. Вчера появилась информация о взрыве моста в Акимовке под Мелитополем. Была перерезана железная дорога из Крыма, по которой российские войска возят подкрепления и припасы. Мы видим, что мост довольно сильно поврежден, и теперь придется его чинить. Украинцы довольно активно уничтожают мосты, по крайней мере, точно путинским войскам это не нравится. Вой стоит такой, на все телеграм-каналы слышно. А значит, это правильная такая партизанская стратегия. Я уверен, что и в Беларуси есть такие же какие-то силы, которые то же самое это делают. И, возможно, в Белгородской области мы видели много перевернутых поездов. В общем, постепенно, но партизанское движение обретает силу. Американский Сенат одобрил ленд-лиз Украине. Я напомню, что это первый ленд-лиз со времен Второй мировой войны.
Этот закон поможет резко увеличить и ускорить поставки оружия Киеву. Сообщается, что в ходе ленд-лиза Украина может получить вооружение на 20 миллиардов долларов. Косвенно это подтверждается тем, что Джо Байден уже запросил новый пакет помощи Украине сразу на 33 миллиарда долларов. Беспрецедентно. О какой технике может идти речь? Вот в первую очередь это танки Абрамс третьего поколения М1А2, БМП Брэдли, самоходки М109 Паладин и американские РСЗО. О поставках вот такого РСЗО М270 сообщали и раньше. Есть информация, что они уже даже в Украине начали воевать, но фото или видео мы пока не получали. То, что я перечислил, это самые вероятные поставки. Конечно, украинцы хотят и другое оружие, в частности, зенитно-ракетные комплексы Патриот и даже истребители F-16, но, конечно, о подобном рано говорить, хотя почему бы и нет. Кроме того, Пентагон заявлял о возможных поставках зенитного комплекса С-300. Видимо, будут выкупать их у стран Восточной Европы. Илон Маск оснастил Украину не только бесплатным интернетом, теперь он отправляет в страну систему Tesla Powerwall с солнечными батареями. Их отправили в амбулатории Ирпения и Бородянки. Привезут и в другие пострадавшие регионы. А журнал Time разместил на обложке Зеленского. Тоже своего рода поддержка, ведь обложка Тайма это некий символ центрального события, и, возможно, это поможет людям узнать, если вдруг кто-то не знает, что вообще-то идет война. Олег Газманов поехал в госпиталь к раненым российским солдатам и спел им песенки. В целом, в песенках нет ничего плохого, но смотрите, что он говорит. Не просто обязанность, а честь приехать и поддержать раненых воинов, которые своей жизнью рискуют и отдают свои жизни, свое здоровье для того, чтобы мы продолжали мирно жить. Газманов один из отшибленных, давно это видно было по нему, по его соцсетям. Вот почему для того, чтобы жить в мире, обязательно надо нападать и убивать людей. Разрушать их дома, разрушать их жизни. Ну, этого точно в голове ничего не щелкнет. Тверской суд подтвердил, что Улюкаева выпустят по условно-досрочному. Помните такого бывшего министра экономического развития? Его посадили за то, что он якобы вымогал взятку у Сечина. Там была еще история с корзинкой колбасы, но вот теперь вот он выйдет на свободу. Интересно, зачем как-то это связано с событием? Может, он Путину вдруг понадобился для чего-то? И тем временем в Центральном парке Новосибирска открывается мобильный военкомат. Ну вот что-то не видно толп желающих, и, наверное, мобильный военкомат, он выглядит как, не знаю, комната страха, комната смеха какая-то в Центральном парке, но здесь явно не хватает мобильного крематория рядом с мобильным военкоматом, это же было бы логично. А завершить выпуск я хочу с совершенно безумной новостью. Посмотрите на это видео. Российские космонавты растягивают на МКС так называемый флаг Победы. Это копия одного из флагов, которые поднимали в Берлине. Это прямо уже какое-то космическое победобесие. Вместо того, чтобы заниматься научной работой или отдыхать хотя бы от нее, космонавты тратят силы и ресурсы вот на такую ерунду. Стоят флаги, развесили иконы. Задолбали, честно говоря, этой херней. Мы продолжим вам рассказывать главные новости. Вы поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы это видео посмотрело как можно больше человек. Мы радуемся каждый раз успехам, когда видео смотрит больше 500 000 человек, а когда больше миллиона, мы вообще прыгаем до потолка от счастья. Уже завтра выйдет наша итоговая передача за неделю «Военное положение». Вот ее нужно вообще обязательно смотреть. Не пропустите, увидимся завтра.